Эта невероятная история произошла в дремучих лесах Сибири, где сосны тянулись к высоким небесам, а сама природа пела свою древнюю песню. В одной из небольших деревушек, затерянной среди снежных просторов, жил Валентин. Человек со светлой душой, но бедный, как церковная мышь. У него не было ни семьи, ни друзей, и большую часть времени он проводил в одиночестве, обрабатывая землю и ухаживая за скотом. Несмотря на свою непростую жизнь, в его сердце жили доброта и сострадание. Валентин мечтал о большом, но высшее образование было недоступно для него из-за крайней нищеты. Однако судьба улыбнулась ему однажды. Местные власти искали лесника, и Валентин, не раздумывая, согласился. Работать в лесу было для него настоящим благословением. Он знал каждый поворот в тропах, каждую рощу, каждый ручей. Его сердце радовалось, когда он бродил по величественным лесам, полным жизни и красоты. Каждые 2 дня Валентин отправлялся в походы по лесу, проверяя состояние деревьев и заботясь о природе. Он с радостью наблюдал за тем, как растут молодые саженцы, как животные играют и перемещаются среди деревьев. Каждый раз, покидая свой дом, он чувствовал себя частью этого волшебного мира. Но однажды, в зимнее утро, его привычная прогулка закончилась неожиданными открытиями. Той зимней порой лес был окутан толстым слоем снега, который сверкал на солнце, как искры. Валентин не спеша бродил по белоснежным просторам, когда его внимание привлекли тихие всхлипывания. Он остановился, прислушался, но звук исчез. Подумав, что, возможно, его уши обманули, он продолжил путь, однако вскоре всхлипывания снова раздались. Это было тревожное предзнаменование, и Валентин почувствовал, что должен выяснить, что происходит. Он медленно и осторожно направился к звуку, который звучал все ближе и ближе. Вскоре он увидел перед собой куст, откуда доносился звук, и, аккуратно подойдя ближе, наткнулся на небольшую, едва заметную фигурку, втиснутую в снег. Это был тигренок. Его голова торчала из-под сугроба, а на его малом теле виднелись кровавые следы от укусов. Валентин ощутил, как его сердце сжалось от жалости и горя. Животное выглядело испуганным и голодным и явно нуждалось в помощи. Не раздумывая, Валентин поднял тигренка и прижал его к груди. Он знал, что этот крошечный хищник не должен оставаться одному в таком состоянии. С огромной заботой он спустился вниз к своей деревне. По пути он обогревал тигренка своим теплом, и ему стало ясно, что это не просто дикая зверь, а создание, нуждающееся в любви и поддержке. Добравшись до своего маленького домика, Валентин соорудил для малыша уютное гнездышко из своей старой одежды и сразу же принялся за лечение. Он перевязал раны, используя свои знания о том, как обращаться с природными лекарствами. Затем он собрал в своем саду палки и аккуратно привязал их к сломанной ноге тигренка, чтобы зафиксировать ее как можно лучше. Тигренок заскулил, протестуя против заботы, но вскоре сдался, понимая, что его друг хочет помочь. Валентин понял, что крохе нужно поесть, но, замешкавшись, не знал, чем его накормить. Внезапно он вспомнил, что когда-то слышал о том, как можно подогреть молоко, чтобы животным легче было его пить. Он нашел немного молока и, предварительно разогрев его, угостил малыша. Тигренок сначала с настороженностью смотрел на миску, но, наконец, стал медленно слизывать молоко языком, и у Валентина на душе стало легче. Дни шли, но Валентин не оставлял заботы о тигренке. Они стали настоящими друзьями. Мужчина обожал ухаживать за ним, а тигренок, которого он назвал Гор, отвечал взглядом, полным любви и доверия. Каждый день они проводили вместе. Валентин рассказывал истории о великих лесах и далеких горах, а Гор внимательно слушал, будто понимая каждое слово. С течением времени раны на теле тигренка зажили,
но на его ноге остался длинный шрам. Он стал больше, сильнее и смелее. За полгода маленький тигр превратился в величественное животное, которое могло бы вдохновить на величие любое сердце. Валентин наблюдал за его ростом с гордостью, но с каждым днем его охватывало чувство тревоги. Он знал, что Гор — дикий хищник и не предназначен для жизни в неволе. Наконец, Валентин понял, что пришло время прощаться. Он нашел тихое место в лесу, там, где много солнечного света, и, собравшись с мыслями, произнес слова, которые, казалось, были тяжким камнем на его сердце. «Гор, ты должен вернуться туда, где тебе место. Я не могу удерживать тебя здесь, хоть мне и так не хватает тебя». Тигр, как будто понимая каждое слово, внимательно смотрел на него, пока холодный ветер не унес прощальные слова. Но, как только Валентин начал уходить, Гор стал следовать за ним, как это было в течение последних нескольких месяцев. Мужчина не знал, как заставить его остаться в дикой природе. Он закричал, призывая тигра удаляться, но тот, увидев гнев на лице своего друга, в страхе бросился в лес. Валентин вернулся домой, и слезы текли по его щекам. Он понимал, что сделал правильное решение, но его сердце страдало от грусти. Прошло 4 года, и Валентин старался забыть горечь утраты. Он по-прежнему обходил свои леса, мысли о горе пролетали в его голове, но он понимал, что это было необходимо. Однажды, когда он занимался своими делами, Валентин упал в обморок. Его нашел другой человек, Дмитрий, который был неподалеку, рубя дрова. Дмитрий быстро вызвал помощь и добрался с Валентином до больницы. Там врачи выяснили, что здоровье Валентина было в ужасном состоянии и нуждалось в срочном вмешательстве. У него были серьезные проблемы с почками. Совершенно потерянный и обессиленный Валентин решил не делать операцию из-за отсутствия средств. Он не мог позволить себе такой дорогой процесс. Вместо этого он вернулся в свою деревню, но продолжал чувствовать себя уставшим и больным. Следующим летом, когда Валентин снова вышел на свой патруль, он увидел в небе столбы дыма. Пламя быстро распространялось по лесу, и лесник почувствовал, что что-то здесь не так. Огонь приближался, и, осознавая всю серьезность ситуации, он начал бежать вниз по склону как можно быстрее. Но из-за плохого здоровья и слабости он споткнулся и упал, не в силах подняться. Огонь подбирался близко, и Валентин увидел, как в языках пламени исчезали деревья, которые были частью его жизни. Смирившись с тем, что близлежащий огонь завершают его последний путь, Валентин закрыл глаза. Но в этот критический момент перед ним стал тот, кто стал символом его надежды в трудные времена — Гор. Давняя связь оказалась сильнее времени, и тигр надеялся спасти своего друга. Барышня уже смирилась, но тигр не оставил его в беде. Он прижал Валентина к себе, ухватившись за ткань его одежды, и начал вытаскивать его прочь от пламени. Ошеломленный Валентин проснулся от шока, когда понял, что тигр использует свои силы для спасения своего друга. Он начал следовать за Гор, даже не осознавая, как это возможно. Но судьба вновь испытала их на прочность. В этот момент одна из горящих веток упала, ударив Валентина наповал. Огонь пытался разорвать их связь, но Гор не оставил его. Тигр оттащил горящую ветку, облегчая путь к спасению. Когда Валентин пришел в себя, он оказался в безопасности. Тигр довел его до ручья, где тот мог отдышаться. Убедившись, что его друг в безопасности, Гор вновь коснулся его ног своим теплым телом, как бы говоря «я с тобой». Это прикосновение пробудило Валентина от смятения, и он тут же узнал своего старого друга. Хотя Гор теперь стал величественным и сильным, на его ноге все еще сиял тот самый шрам, который он оставил после их первой встречи в лесу. Валентин, все еще не веря своим глазам, громко произнес «Гор!». И на это имя тигр посмотрел на него, выдавая длинный и низкий рев одобрения.
Их взгляды встретились, и Валентин почувствовал, как его сердце наполнило тепло, словно они никогда не расставались. Но спустя несколько мгновений, когда обстановка немного успокоилась, тигр снова поглядел в лес, понимая, что его место там. Хотя Валентин Сиротин, его любовь и привязанность жила в каждом уголке его сердца, он понимал, что, как и прежде, его старый друг знал свое место в мире дикой природы. С слезами на глазах, но с гордостью в душе, Валентин смотрел, как Гор уходит в лес, навсегда оставаясь частью его жизни, его души. Дорогие зрители, если вам понравилась эта трогательная и глубокая история о настоящей дружбе и преданности, оставляйте лайки и делитесь этой историей с близкими. Это напоминание о том, что даже в самые темные времена связь между дружбой и природой может принести надежду и свет. До новых встреч!